Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро! Начинаем его продуктивно. И сейчас я покажу вам туториал 101, как сделать место для занятия спортом, когда места нет вообще. Итак, двигаем стол отсюда туда. Мы двигаем все чемоданы отсюда под кровать. Мы используем какую-то тряпку с кровати, как йога-мат. И в итоге, что мы получаем? Не очень много места, но достаточно, чтобы заработать. Кубики пресса. Креативность, позитивность, продуктивность. Это все про меня. Подписывайтесь на мой канал. Я вам буду рассказывать, как жить такую жизнь, как я. Начнем наш прекрасный воркаут на этом прекрасном самодельном йога-мате. Wait, I'm not ready. Я здесь вижу песок и волосы. No excuses. I'm going to take your block or your book, whatever you have. I don't have anything big. Oh fuck. Эта женщина сказала, что мне нужен йога-кирпич, или как это называется. У меня ничего подобного нет, поэтому мы используем косметичку. Никаких оправданий для занятия спортом. Всегда можно делать. Всегда. Я не чувствую, что мне было достаточно, поэтому я думаю, что я сейчас еще сделаю упражнение на попу, которое я делаю очень-очень редко, поэтому моя попа плоская, как стена. В общем, один из самых больших челленджей для меня в такую погоду — это не подскользнуться на собственную поту, потому что когда ты занимаешься на йога-мате, он хотя бы не настолько скользкий, когда ты занимаешься просто на плитке, когда стекает твой пот, то становится очень скользко, я только что чуть не убилась, поэтому будьте осторожны с этим. Я пошла смывать себя все вот это вот. Увидимся с вами позже. Сидела я на толчке, никого не трогала. И здесь чувствую на себе взгляд, пристальный взгляд. И вижу на стене ящерицу, огромную ящерицу. И я не хочу туда идти, но долг журналиста и блогера зовет. И я не хочу туда заходить. Поехали. Бля. Она гигантская. Правда же гигантская? И она все еще так и сидит, она не шевелится. Мне интересно, сколько она там уже так просидела. Что мне теперь здесь делать? Я назову ее как-нибудь, она будет моим домашним питомцем. Или я просто буду ходить в туалет в кусты. Тоже вариант. В общем, я посидела и подумала, что лучше иметь друзей, чем врагов. Поэтому я решила своей новой гости дать имя. Кто не знает, по-английски ящерица lizard. Поэтому решила назвать свою новую подружку Лизи. И теперь мы с Лизи живем вдвоем. Как best friends, you know? Ребята, я в таком стрессе не была уже... Я не помню, когда я последний раз так сильно стрессовала. Но вы можете меня поздравить. После всех этих приключений, мучений, последнюю секунду всего и просто какого-то трэша, я подалась на филиппинскую визу, ребята. У меня куплен билет на 9 число. Я еду на Филиппины. Увижу Тима. В общем, прямо сейчас происходит что-то, что я никогда не переживала в своей жизни. У меня схватило сердце, и уже где-то минут 40 оно не отпускает. И я не могу вызвать скорую. Мне 2 дня было плохо, я отравилась чем-то. И сейчас у меня схватило сердце. Я попыталась вызвать скорую через 40 минут, она не приехала. И я сейчас иду, я собрала вещи, самые минимальные. И сейчас иду в лобби. Скорее всего, просить их, чтобы они вызывали мне скорую, потому что мне скорая не ответила. Я буду держать вас в курсе событий. Ребята, я в больнице. Мне сделали ЭКГ. И, в принципе, все, что мне сделали, было ЭКГ. Мне сейчас стало немножко лучше. Мне было херово всю дорогу. Мне очень сильно болело сердце и в спине отдавало. И в итоге я приехала сюда, мне сделали ЭКГ. Меня отпустило. И чтобы вы понимали, за вот это моя страховка это не покрывает, потому что это какой-то супер лакшери больница. А у меня белорусская страховка. Она это не покрывает. И я заплатила просто за то, что мне сделали ЭКГ $175. Пиздец. Я просто рада, что я чувствую себя лучше, и что мое сердце, я все еще его чувствую, но все еще не полностью прошло, но уже лучше. Да, камбоджийские приключения.
ребята. Ну, или на самом деле не очень добрая, потому что сколько бы времени не прошло уже больше месяца с начала войны, а я все еще рыдаю по утрам, когда читаю новости. Очень тяжело абстрагироваться. Эти обезьянки — это была просто такая минута отвлечения, которой я благодарна каждый раз, когда это происходит в моей жизни. И не хочу раздавать советы о том, как справляться со стрессом и так далее, но старайтесь замечать какие-то мелкие детали, которые, возможно, раньше вам казались незначительными и которые не настолько сильно радовали. Сейчас я буквально радуюсь вкусному завтраку, обезьянкам за окном, хорошей погоде каждое утро, каким-то таким мелочам, на которые я раньше не так сильно обращала внимание и придавала значение. И сейчас именно вот эти мелочи вытягивают меня, когда я читаю ужасные новости опять. И да. Также сейчас я планирую, возможно, помедитировать, возможно, позаниматься йогой, потому что сильные физические нагрузки мне по-прежнему запрещены из-за того сердечного приступа, который у меня был. К счастью, сейчас я чувствую себя уже лучше. Как вообще это все началось? Дело в том, что я чем-то отравилась. Это было просто обычное пищевое отравление. Мне 2 дня было очень плохо, меня подташнивало, я ходила в туалет постоянно. И в какой-то момент у меня поднялась сильная температура, и мне стало очень плохо, я переживала, что это корона, но в итоге температура легко сбилась, и на следующий день меня просто очень сильно подташнивало, и мне просто было ужасное состояние и очень сильная слабость. И к концу дня я в очередной раз читала новости, и что-то я как-то распереживалась, видимо, сильно слишком, и у меня защемило сердце. И я всегда знала, что у меня проблемы с клапанами сердца, то есть они не открываются и закрываются, как должно быть, они у меня там слабые, иногда они заскакивают и не работают как нужно. И, видимо, это сработало опять из-за всех этих переживаний, и у меня просто его защемило, и у меня просто стало очень сильно болеть в груди, у меня стало болеть в спине, я не могла повернуться, ничего, подвигаться, дышать, мне было тяжело говорить. Я думала, что это пройдет, я просто стала дышать, но оно не прошло. И в итоге где-то час я ждала, чтобы оно прошло, оно проходило на минут 5, потом снова наступало, то есть оно было такими волнами. В итоге я попыталась вызвать скорую, и скорая просто не поднимала трубку. Позже выяснилось, что здесь так пару человек уже умерло в Камбодже, потому что скорая просто не подняла трубку или сбрасывала, или что-то в этом роде. Короче, здесь с этим проблемы. Я предупреждаю всех, кто едет в Камбоджу, ребята, узнавайте заранее номера вашей страховой компании, больницы, с которыми они сотрудничают, потому что произошло дальше? Я вот в скрючившемся состоянии собираю вещи и спускаюсь в лобби и говорю: вызовите мне скорую, у меня сердечный приступ. Они такие: скорую? Что? Что такое скорая? На английском, естественно. И, видимо, они не знали слова ambulance по-английски. Я пытаюсь им объяснить, мне нужна машина до больницы. Они такие: больница здесь за углом. Можешь сходить туда. Я такая: ребята, у меня сердечный приступ. Я не хочу драматизировать, но, возможно, я умираю, потому что мне очень болит сердце. Можете вызвать мне машину? И тут они такие: мы сейчас позвоним своему брату. И они позвонили единственному здесь сотруднику, который действительно хорошо говорит по-английски, отвез в больницу на такси, и он спросил перед этим, есть ли у меня страховка. Я сказала, что страховка у меня есть. Это была белорусская страховка «Привет, Промтран-Инвест». Привет большой и сука, не покупайте у них страховки, потому что я приехала туда. Этот парень спросил у меня, есть ли у тебя страховка, по причине того, что без разницы, в какую больницу ты поедешь, поскольку страховка это покроет. Поэтому он выбрал самую лучшую больницу, самую дорогую, потому что платить за нее, по идее, должна была не я, потому что случай это страховой. Но когда я приехала в больницу, всю дорогу мне было супер плохо. Вся дорога была как будто в slow motion, все было так медленно. Мне казалось, что время течет просто невероятно медленно. Мы едем целую вечность. В итоге, когда мы приехали в больницу, меня отпустило. Вот прямо в момент, когда я уже была в больнице, меня положили на койку, меня отпустило резко. Возможно, из-за таблеток, которые я до этого приняла, это была валерьянка и что-то снимающее спазм. В итоге мне сделали ЭКГ, и все. Они даже меня на скорой не везли, то есть они даже на бензин не потратились, ребята. Они сделали только ЭКГ. И здесь они ко мне подходят и говорят: мы здесь выяснили, потому что они взяли мою страховку, я взяла ее с собой. Мы здесь выяснили, что ваша страховая с нами не сотрудничает. Поэтому уже за то, что мы сделали вам ЭКГ, вы заплатите $175. Но если мы дальше продолжим анализы, которые мы запланировали, а именно анализ крови и все остальное, то вы заплатите $500. У вас есть выбор.
Мол, заплатить самой или надавить на свою страховую. Естественно, в таком состоянии ни на кого давить я не собиралась. И плюс меня уже отпустило, и я решила, что я заплачу $175 за самое дорогое ЭКГ в моей жизни. И вернулась в номер. Сегодня я чувствую себя уже получше. Завтра я надеюсь, что я соберу свою визу на Филиппины, и послезавтра ночью я улетаю, я надеюсь. В общем, свой последний вечер здесь. Знакомьтесь, это Алена. Алена едет со мной на Филиппины завтра. Сегодня у нас прощальный вечер с Камбоджей, и мы пришли на ночной рынок Пномпене. И вот зацените, вокруг меня всякие разные рыночки, шмотки, украшения, еда, все что угодно, а потом ты можешь прийти со своей едой и сесть здесь на ковриках и просто чилить и тусоваться. Так сидят, кушают. И там есть горелочки. Есть горелочки. Вау. Горелочки, они так и называются? Да, газовая горелка. И вот там можно подогреть еду. Там баллон с газом сбоку. Чик. Все. Огонь. Так, ну и раз уж я сегодня снимаю, то расскажу вам, что до этого мы ходили на ужин в очень красивое место здесь. Ой, смотрите, нас уже подлавливают парни. Смотри, кто там идет. Машина ее загородила. Вон, идет. Ой, ёпарасоте. Беги. Ребята, я невероятно рада вам сообщить, что я собираюсь чемодан наконец-то на Филиппины. Это был такой длинный путь в месяц. Какие-то дикие приключения, испытания, господи. Та-да! Готово. Спасибо, комната. Спасибо большое, было приятно. Но мы двигаемся дальше, и в этот раз двигаемся с улыбкой. Я просто не могу не поделиться, это невероятное чувство. Я держу в руках посадочный билет в Манилу. Я лечу к Тиму. Спустя все эти приключения я так переживала. Столько всего нужно было собрать, чтобы сюда приехать, чтобы все это пережить, чтобы встретить всех этих людей. И весь этот долгий путь. И наконец-то, боже мой, я так долго этого ждала, ребята. Мы летим в Манилу! Мы летим в Манилу! Летим, плывем в шею. Тим, мы маленькие украинско-белорусские, Тим, мы к тебе летим. Вау, вот это ты зарэпила.